Приветствую всех на канале Горизонт Событий. やばいやばいやばい。すっげえ揺れてる。 За 2 часа на западном побережье Японии, в районе префектур Исикава и Ниигата, произошло 29 землетрясений, следует из статистических данных метеоагентства. Первые подземные толчки были зафиксированы в 16 часов 6 минут по местному времени. Самый сильный из них магнитудой 7,6. Очаг располагался близко к поверхности Земли. Основная магнитуда колебаний варьировалась в пределах от 4,5 до 5,7. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. На всем западном побережье страны в связи с этим распространили предупреждение о угрозе цунами всему западному побережью Японии. Японское метеорологическое агентство также выпустило предупреждение о возможности цунами в прибрежных районах префектур Ниигата и Тояма. Японская электроэнергетическая компания Хокурику сообщила, что после подземных толчков в более чем 36 тысячах домах произошло отключение электроэнергии. Местных жителей призвали немедленно покинуть прибрежную зону или забраться на крыши зданий. В нескольких городах на западе страны возникли крупные пожары. В горных районах сообщали о сходе оползней. Специалисты говорят, что афтершоки продолжатся в ближайшую неделю. Сейсмическая активность 7 баллов наблюдалась в префектуре Исикава. Там остается риск обрушения домов и оползней. Мы призываем местных жителей быть осторожными и не выходить в опасные районы. Следующие 2-3 дня велика вероятность повторения мощных подземных толчков, сказал сотрудник метеорологического агентства Японии Тосихиро Шимаяма. Позже сообщили о цунами высотой 0,4 метра, которое было зафиксировано около крупнейшей в мире АЭС Касивадзаки-Карива в Японии. Энергетическая компания ТЭПКО уточняет состояние станции. Цунами с волнами высотой не менее 1,2 метра обрушилось на город Вадзима, примерно в 300 километрах от Токио. Хоккайдо Electric Power заявила, что проверяет все нарушения на своих атомных электростанциях. В префектуре Исикава было остановлено движение всех скоростных поездов. В ходе пресс-конференции представители главного метеорологического агентства заявили, что о риске образования гигантских волн было объявлено впервые с 2011 года. Подземные толчки силой выше 7 баллов по японской шкале были зафиксированы впервые с 2018 года. Тогда произошло землетрясение магнитудой 6,7 на северном японском острове Хоккайдо. Как объявили власти, нарушений в работе японских АЭС нет. Однако были зафиксированы случаи разлива нефти и незначительные повреждения объектов. Ранее в связи с риском опасности на АЭС Сика была остановлена работа первого и второго реакторов станции. По данным местных властей, около 100 зданий получили повреждения после серии землетрясений в японской префектуре Исикава. Есть сообщения о возгораниях и пострадавших. Для ликвидации ЧП будут задействованы силы самообороны. Из-за землетрясения японские телеканалы отменили новогодние передачи. Землетрясение в японской Исикаве стало самым мощным для региона с 1885 года, когда начали вести наблюдения, сообщают метеорологи. В российском МЧС сообщили, что после землетрясения в Японии на Сахалине также была объявлена угроза цунами. Под воздействие волн могут попасть прибрежные части западного побережья. Позже угрозу отменили, заявив, что высота волны, которая подойдет к Сахалину, угрозы для жизнедеятельности населения не представляет. Также угрозу цунами объявляли в Хабаровском крае, во Владивостоке и Находке. Волна ожидалась со стороны Уссурийского залива. По уточненным данным, волна цунами в Находке и Владивостоке прошла практически незаметно. Ее высота составила 10-20 сантиметров. Максимальная высота волны цунами в Приморье составила 30 сантиметров.
сообщило Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.一発目到着中、津波一発目到達中、萩浦橋到達、萩浦橋到達中、うわ一発目行きます。В американском городе Сан-Франциско скоростной поезд сошел с рельсов и загорелся. Инцидент произошел возле станции Оринда. В результате пострадали по меньшей мере 9 человек. По информации представителя Bay Area Rapid Transit, это система скоростных электропоездов, находящаяся в области залива Сан-Франциско и соединяющая агломерацию городов Сан-Франциско, Окленд, Беркли и ряд других. Поезд вышел из Оринды в Лафайет около 9 часов по местному времени. После отправления первые 2 вагона сошли с рельсов и загорелись. Пассажиры были экстренно эвакуированы. Огонь потушен. Пострадавших доставили в местную больницу. Врачи диагностировали у них незначительные повреждения. Сколько человек находилось в поезде в момент инцидента и его причины неизвестны. По информации БАРТ, в настоящее время линии в обоих направлениях открыты. При этом станция Оринда оставалась закрытой до конца дня. В восточной части Индонезии, на острове Флорес, вулкан Леватоби продолжает свое извержение, начавшееся еще 23 декабря. Вулкан вновь взметнул столб пепла на несколько километров ввысь. Леватоби состоит из стратовулканов Леватоби-Лаки-Лаки и Леватоби-Перемпуан. Его высота составляет 1703 метра. В связи с вулканической активностью и созданной ею угрозой для авиации, уровень опасности вулкана повышен до оранжевого. Сильный пожар произошел в отеле Шелли Пойнт в заливе Святой Елены в западном Кейптауне в ЮАР. О пострадавших информации не поступало. Причина возгорания устанавливается. В Дмитровском районе Подмосковья жители запечатлели редкое природное явление – световые столбы. Световые столбы – это одна из разновидностей эффекта Гало, которая возникает в небе благодаря преломлению света на ледяных кристаллах. Обычно это явление можно наблюдать зимой, когда температура опускается ниже 20 градусов. В новогоднюю ночь произошла самая мощная с 2017 года вспышка на Солнце. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук. Вспышка была зафиксирована около половины первого ночи, то есть всего через полчаса после боя курантов в Москве и за полчаса до наступления Нового года в Калининграде. При этом в мировых каталогах, которые ведутся по всемирному координированному времени, вспышка будет отнесена к 2023 году. Причиной взрыва стало накопление магнитной и электрической энергии в короне Солнца
в результате движения солнечных пятен. При этом взрыв стал абсолютно неожиданным, так как область, где он произошел, еще накануне находилась на обратной стороне Солнца и только сегодня появилась в поле зрения Земли. Не исключено, что серия взрывов может продолжиться и в первые дни Нового года. При этом ученые отмечают, что влияние этой вспышки на Землю полностью исключено, так как она произошла на восточном, левом, крае Солнца на значительном удалении от линии Солнца, Земля. Оттуда не могут дойти облака плазмы, вызывающие магнитные бури и полярные сияния, или быстрые заряженные частицы, которые приводят к выходу из строя космических аппаратов. Основным воздействием от вспышки стали потоки жесткого рентгеновского излучения высокой мощности, которые уже пришли к Земле и были поглощены верхними слоями атмосферы. Других последствий не ожидается. Геомагнитная атмосфера будет благоприятной все новогодние каникулы. По данным исследователей, вспышка является первым мощным взрывом текущего солнечного цикла и может быть охарактеризована как событие исключительной силы. Ей был присвоен балл X5. Вспышка, которая произошла менее 3 недель назад, имела балл почти в 2 раза ниже, X2,8. Последний раз более крупное событие, чем сегодняшнее, произошло 10 сентября 2017 года. Тогда была зафиксирована вспышка уровня X8,2. Нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности. По прогнозам, он может наступить в середине 2024 или в 2025 году. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале. Не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить и оставаться в курсе последних событий.